Сегодня понедельник, мы продолжаем наши обзоры. Встречаемся после хорошо проведенного выходного воскресенья. Ну и сегодня на рынке по-разному, и давайте мы это все обсудим. Сегодня 16.06.2025, проводим наши эфиры в онлайн-режиме. Ни в коем случае не финансовые рекомендации, потому что наш эксперимент, все для нас. Ну и, конечно, вы можете тоже прислушиваться, но ни в коем случае не несем финансовой ответственности. После моего долгожданного или долгоиграющей сделки, в которую я зашел достаточно давно, с пятницы я сижу, да, если перейти на график, то мы видим, что зашел я в этой точке, да, потом усреднился, заходил я в лонг, как вы видите, усреднился чуть ниже на 13685, рынок дал очень сильное падение, ну и продолжил, в принципе, вот такое вот движение. И сегодня начался рост. Ну, конечно, он начался чуть раньше, да, пару дней назад, наверное, на выходных уже немножко начал отрастать. И находимся уже вот здесь. Сейчас торгуемся в 13 878. Стоит у меня первая цель, да, но я бы хотел, конечно, до второй дойти, 14,5. Думаю, что 14,1, 14,06 буду закрываться. Рассматриваешь вариант, как обезопасить свою сделку. Это пятиминутка, которая пытается сейчас прорвать верхний уровень, и я, как правило, отмечаю здесь пробойные зоны и наблюдаю за ними. Наша задача закрепиться для похода выше, и тогда вот здесь где-то будет твоя зона фиксации первой. Но пока оттолкнулись, и если ты уже в прибыли, то, наверное, под вот этот вот уровень можно было бы поставить стоп, ну, на всякий случай, потому что сейчас однозначности какой-то нету на рынке, и нужно наблюдать, нужно аккуратно, и я бы сказал, напрячься можно было бы уже даже проходя вот этот вот уровень. Ну, а после вот этого уже, как бы так думать, может быть, закрыться. Если тебе в цифрах, да, то это где-то 780, где-то вот так вот ключевой уровень тебе нужно просмотреть. Но если у тебя там уже достаточно неплохая прибыль, то безопаснее, конечно, поставить под вот этот 13546. Здесь уже будет более надежно, потому что если мы перейдем на часовой таймфрейм, то всех этих накоплений особо не будет видно, да, и, ну, как бы они видны, но они незначительны, да, здесь практически их и не видно. Ну, вот этот уровень, он был пробойным здесь, в этой ситуации, и, скорее всего, что будет держать нас по пути обратно. Поэтому в зависимости от ситуации, вот сейчас я вижу, у меня индикатор стоит по разности объемов, побеждают пока покупатели, поэтому пока еще у нас неприятностей пока не ожидаем. Я думаю, что все-таки дотянут, и эта оранжевая линия у меня, да, она вот здесь знаменует для меня уровень смены тренда. Возможно, даже я перестраховался, это где-то из прошлого она пришла, из более такого какого-то глубокого. Именно вот на этой ситуации мы пошли вниз вот отсюда. То есть вполне может быть твоя вторая цель может быть 14248. Всем безопасны, то 1375. То есть это под вот эту базу, но ты же понимаешь, что иногда у нас бывает добор позиции с походом ниже, да, вот в эту базу может сходить до свинг-зоны где-то вот до сюда. И тогда будет немножко, ну, либо надо будет перезайти, понаблюдать, да, что будет происходить, ну, либо, в общем-то, посмотреть, что ты был прав и зафиксировался правильно. Но если ты уже в хорошей прибыли, то более безопасная точка для стоп-лосса это где-то вот под этой линией 13546. Сейчас строим, видишь, маленькую такую на 5-минутке консолидацию вверху этой базы, и, возможно, это будет началом пробоя, потому что 21 минута, отката нету, возможно, будет тест, и если будет ретест вот такой, понимаешь, да, если мы вот так делаем, то скорее путь у нас будет 14, вот, ну, вот где-то вот сюда. Ну, а в противоположном, ну, сам понимаешь, что лучше будет каким-то образом тебе думать, зафиксировать. Ну, вот видишь, пошел пробой. Насколько он будет сильным, да, будет зависеть, будет ли подтверждение. Наблюдаем. Да, вот такую сегодня хорошую историю показал Magic, за которым я вроде как и внимательно наблюдаю, но у меня были прорисовано несколько линий здесь. Я их сейчас повторю.
и я был в лонге вот отсюда. Здесь я увидел выход, зашел в лонговую позицию и досидел вот до сюда. Здесь был уровень смены, я посмотрел на общую картину, особо никто не шевелится, и ни биткоин, ни эфир, и я решил зайти вот отсюда в шорт. Цена пошла выше, я думаю, ничего страшного, посмотрю на вот эту историю, если здесь будет откат, я попробую усредниться. Я здесь усреднился благополучно, откат оказался не совсем настоящим, и я уже решился зайти в лонг вот отсюда, но будучи вот в этом шорте, усредненном вот здесь. Отторговав до сюда, я снова закрыл лонг, но уже не усреднялся. Да? Ну и дойдя до сюда, я снова открыл лонг, и вот здесь вот я благополучно лонг закрыл, и сейчас жду отката потихонечку, потому что, ну, вот здесь так точно хороший остался имбаланс, куда, ну, скорее всего, что цена должна прийти. Так это или нет, увидим. Возможно, повторится история, не хотелось бы в моей ситуации сейчас, как было вот здесь, когда он, не останавливаясь, здесь сделал небольшую консолидацию и пошел дальше, и это было 240%. Сегодня 40 мы прошли, если еще 200, мой шорт может не устоять. Вот такая вот история, да, когда не поставив стоп и подумав, что рядом уровень смены, и это может спасти, ну, в общем-то, попадаешь в не совсем приятную ситуацию. И вроде как я и заработал, но сейчас нужно вернуться, чтобы заработать еще и на шорте. Вот такая невеселая, наверное, история для меня, а поучительная для всех, кто нас смотрит, ну и в том числе и для тебя. Вот, наверное, надо поставить правилам сегодняшнего дня, как бы не было тяжело, жалко и обидно, все-таки стоп ставить за тот уровень, который, в общем-то, ну, сильный, да, и если его пробивает, то все-таки терпеть этот убыток, но не терпеть большего убытка. Значит, у нас всегда должен быть запланирован допустимый убыток, но мы иногда думаем, что самое умное. Вернемся к рынку биткоин. На часовике вроде так бодро, но пришел к своей линии сопротивления, остановился и сейчас раздумывает, пробить ее или же откатиться обратно. Доминация продолжает быть высокой, 64-47, но потихонечку сползает при, скажем так, растущем биткоине, падающей доминации. Альткоины, как мы видим, некоторые даже показывают очень интересную динамику, как Magic сегодня. Но в целом пока рынок в неопределенности, тот же эфир, он вроде как слегка и подрос, но пока тоже не может преодолеть одну из линий, которую я для него прорисовал. Возможно, пройдя ее и закрепившись, мы увидим какой-то небольшой рост, но для этого нужны будут, ну, вот здесь как-то так можем сделать, и я думаю, что где-то вот сюда, либо вот сюда можем прийти. Пока, наверное, не дальше. Чтобы дальше, я думаю, что нужны очень какие-то радостные вести с полей, что все помирились кругом, и, в общем-то, все стало хорошо, а биткоин приняли на всех уровнях как цифровое золото. Но будет, как я привык говорить, волатильность пока не выросла, а это значит, что самое волатильное событие у нас еще впереди. И в какую сторону они будут, пока непонятно. Так что надеемся на лучшее, готовимся к худшему и всегда проводите собственное исследование, чтобы мы вам не говорили или же другие блогеры, инфлюенсеры, эксперты и так далее. Сегодня, перед тем, как провести наш эфир, слышал, как один эксперт пообещал барышне, что приумножит ее капитал, и как только она этот капитал перевела на счета, которые он сказал, он перестал выходить на связь. Будьте внимательны, осторожны, берегите свои деньги и, как я уже говорил, всегда проводите собственное исследование. Большое спасибо, что делишься. Да, еще раз хотели тоже отметить, чтобы вы не делились ни в коем случае своими сид-фразами, потому что это говорит о сохранности ваших средств, а вы это достаточно часто пишете нам в комментарии, ни в коем случае не давайте никому свою сид-фразу своего кошелька. Ну и подписывайтесь, комментируйте, задавайте нам вопросы, рассказывайте, в каких монетах вы сидите или какими торгуете. И встретимся завтра.